Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я хочу рассказать вам о том, как я создавала иллюстрацию для конкурса «Марш роботов». Вообще, я довольно редко участвую в арт-конкурсах и даже не знаю, почему решила поучаствовать в этом. Наверное, меня привлекла тема. Я никогда до этого не моделила и не рисовала роботов, и поэтому решила, что будет интересно попробовать. Ну что ж, давайте начнем. И все началось, конечно же, с набросков. Я сразу же после того, как узнала о конкурсе, начала делать первые скетчи. Первая моя мысль была сделать девочку, которая будет сидеть внутри робота и что-то мастерить. У робота должно было быть много рук и в каждой руке по инструменту. От этой идеи я отказалась, потому что подумала, что образ многорукого робота много кому придет в голову. И стала искать дальше. Второй моей идеей было сделать маленького зеленого гуманоида, посадить его внутрь робота, и он должен был идти по разрушенному городу. Иллюстрация должна была получиться тихой, спокойной и немного грустной. Я сразу решила делать свою иллюстрацию в 3D, поэтому ориентировалась на что-то относительно простое и легкое в исполнении. Я решила посоветоваться с Лешей. Он предложил идею, где робот — это большой механический тигр, а внутри него сидит кот, который является пилотом. Эта идея показалась мне интересной. Но вот полностью моделить робот-тигра показалось мне довольно трудной задачей. Поэтому пока решено было отложить эту задумку. Далее мы стали думать уже вместе. Мы задались вопросом, что за робота я хочу создать. Я подумала, что мне было бы интересно сделать робота-исследователя. Мы стали смотреть в интернете, как выглядят настоящие роботы. Мне очень понравилось, как выглядят луноходы. Я стала развивать эту идею. Было бы интересно сделать небольшого исследователя, который управляет луноходом и, к примеру, собирает какие-нибудь образцы на Луне. Поверхность Луны, вся в кратерах и темный бесконечный космос. Вроде бы я определилась и начала искать силуэт и составляющие робота. Мне хотелось, чтобы у него было несколько пар ног для удобного передвижения по разным поверхностям. И еще хотелось, чтобы он имел руку-манипулятор, которой было бы удобно собирать образцы. Идею про манипулятор подсказал Лёша. В процессе поиска, когда я стала думать про робота с множеством ног и парой манипуляторов, мне пришло на ум, что было бы интересно сделать его похожим на краба. Ах да, мы же еще не определились с пилотом. Я стала искать в интернете информацию о крабах. Мне хотелось, чтобы робот и пилот были как-то связаны. В одной статье я прочитала, что многие водоплавающие животные питаются крабами. Например, крокодилы, еноты-ракоеды, медведи и морские выдры. Я попробовала примерить некоторых из них на роль пилота для моего краба, и морская выдра подошла идеально. Свою роль в выборе зверька для пилота также сыграл канал одного японца на ютубе, в котором он рассказывает о жизни двух своих домашних выдр по имени Катара и Хана. Я решила, что моего пилота-выдру тоже будут звать Катару. Еще мне понравились фотографии выдр из интернета, в особенности это. Уж очень радостно и эмоционально выглядит выдра на этом снимке. Когда я окончательно определилась с пилотом и роботом, пришло время выбрать локацию. Некоторое значение сыграло то, что и выдра, и краб – водоплавающие животные. Поэтому я решила перенести действие иллюстрации под воду. Так у меня окончательно сформировалась идея иллюстрации, и я приступила к работе. В процессе создания робота я много смотрела на референсы, в особенности, когда делала его манипуляторы на руке. Мне хотелось сделать робота достаточно технологичным, но еще сохранить его связь с обликом краба. Еще мне хотелось сделать его достаточно детализированным, но не хотелось с этим переборщить. Поэтому всю мелкую детализацию я решила делать на этапе текстурирования. Что касается пилота, я делала его в программе ZBrush. Справилась с этим довольно быстро. Я впервые делала персонажа, находящегося уже в позе. Мне очень понравилось над ним работать. В особенности было интересно делать его рот. На фото из интернета у выдры ярко выражены зубы и клыки, но я подумала, если я сделаю его анатомически верным, то мой пилот получится слишком кровожадным. Пришлось становиться на золотой середине. У моей выдры есть боковые зубы, но нет верхних. Я очень рада, что мне удалось сделать выдру похожей на себя, и при этом сохранить эмоции у него на мордочке. Так как эта работа планировалась на конкурс, то в количестве полигонов я никак не была ограничена. Поэтому ретопологию сделала довольно быстро, ориентируясь только на частоту сетки. Уже в блендере я сделала выдре пульт управления. Это довольно интересная деталь, которую не очень видно в итоговой иллюстрации.
но немного видно на рендере самой выдры, которую я делала в Substance. Мне очень нравится эта деталь. Так и представляю, как мой пилот Катару щелкает по всем этим кнопочкам и манипулирует руками робота дистанционно. Развертку я также по-быстрому сделала в блендере, а потом также быстро затекстурировала все в Substance. После пилота пришла очередь робота для развертки и текстурирования. Я не знала, понадобится ли мне высокополигональная версия робота, и поэтому для начала просто попробовала его запечь самого на себя. И результат меня устроил. После покраски мой робот преобразился. Я и подумать не могла, каким классным он станет в цвете. Я, как и хотела, добавила немного деталей, таких как гвозди у него на ногах и надписи. О, совсем забыла сказать. Робота зовут Хитаги. Это имя я решила ему дать в качестве отсылки к одной из героинь аниме «Истории монстров». Еще после того, как я сделала стекло в кабине прозрачным, посадила Катара вовнутрь и собралась уже переносить текстуры из Substance в Blender, я поняла, что в кабине не хватает панели управления. Пришлось быстро делать панель управления в блендере и прикреплять к роботу. После того, как робот и пилот были готовы, остались сущие мелочи. Нужно было сделать артефакты, которые они должны были найти. Я решила, что это будет амфора. Они достаточно большие, их будет хорошо видно на иллюстрации. И к тому же их довольно просто делать. Позже Лёша предложил сделать небольшие осветители, которые бы помогали ориентироваться в темноте на дне океана. Когда все было готово, пришло время расставить предметы на сцене и обдумать композицию. Я примерно представляла себе, что именно хочу показать. Мне хотелось показать сам момент, когда робот обнаружил артефакты, и Катара поднимает их повыше, чтобы получше рассмотреть. Также я понимала, что руки робота — это отличные направляющие линии, и их можно поставить так, чтобы они визуально вели зрителя к точкам интереса на иллюстрации. Я добавила несколько обломков на фон, чтобы было понятно, где примерно происходит событие. Хотя я и знала, что они останутся в тени. И здесь я снова обратилась за помощью к Лёше. Он всегда меня выручает, когда дело касается постановки света при рендере. Спасибо ему за это. Немного экспериментов, и вот свет на сцене готов. Осталось только отрендерить результат. Мне очень понравилось работать над этой иллюстрацией. Всего на нее ушло примерно 90 часов, а может и меньше. Я работала над ней 3 недели и 3 дня. Я особо не торопилась, и у меня изначально был четкий план действий. Сейчас я могу сказать, что больше всего времени ушло именно на поиск и придумывание того, что я хочу изобразить. В итоге хочу сказать, что для меня это был интересный опыт. В процессе я научилась лучше работать в блендере. И теперь с уверенностью могу сказать, что буду и в дальнейшем использовать эту программу для работы в 3D. В завершение хочу сказать о том, что участие в конкурсе стало для меня отличным поводом проверить свои навыки, узнать больше о роботах и хорошо провести время. Всем спасибо за просмотр.